В Украине люди едят суши очень своеобразно. I like experiment. Эйджи, какой? Совсем немного макни в соус. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в Фудзивара Йоши. Я заметил, что в Украине люди едят суши очень своеобразно. Сегодня я немного расскажу о том, как в Японии принято угощаться суши, так, чтобы сполна насладиться их вкусом, о правилах этикета и последовательности действий за столом. В этом мне поможет мой сын Эйджи. Присоединяйтесь. Сначала поговорим о самом распространенном заблуждении – соевом соусе. Почему? В Украине принято разбавлять соевый соус простой водой, добавляя где-то 50-60%. А в Японии, когда хотят сделать соус менее концентрированным, в его состав добавляют где-то 20-30% выпаренного сакэ или 15-20% мерина. В нашем ресторане мы обычно смешиваем соевый соус и 30% мерина. Это чуть больше, чем в Японии. Но я заметил, что украинцам больше по вкусу, когда соевый соус немного сладковат. Сейчас посмотрим, какой больше нравится моему сыну. Кстати, когда покупаете соевый соус, постарайтесь по возможности приобретать сделанный именно в Японии. Почему? Соленость, густота и другие характеристики японского соуса значительно отличаются в соусах китайского и корейского производства. Поэтому, если вы хотите вкусно поесть японские суши, постарайтесь найти именно японский соус. Добавляем сюда мирин немного, а сюда воду. Итак, это чистый соевый соус. Этот с добавлением мирина, а это смесь с водой 50 на 50. Видите, они даже по цвету немного отличаются. Сейчас посмотрим, что скажет Эйджи. Давай, Эйджи, попробуй. Какой больше понравится? Это какой? Это вода. Это мирин? Мирин. А это обычный соус. Вот этот. Мирин? Хорошо. Значит, сегодня будем использовать этот. И еще один важный момент. Если вы все-таки берете соевый соус, разбавленный водой, лучше использовать его сразу же, или же поставить в холодильник, но тоже использовать максимально быстро. Дело в том, что неразбавленный соус не испортится, даже если будет просто стоять на столе. А вот вода в нем может протухнуть. К тому же в процессе смешивания возникает множество сопутствующих факторов. Например, бактерии на посуде. Долго храниться такая смесь не сможет, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, не оставляйте разбавленный соус надолго. Итак, перед нами сейчас сашими и суши, нигири и макимото. Я часто вижу, что их приносят и едят вместе. Но для того, чтобы сполна прочувствовать вкус этих блюд, необходима четкая последовательность. Начинать всегда старайтесь с сашими, потом нигири, а в самом конце ролл. Почему именно так? Дело в том, что в сашими нет риса, и ваши вкусовые рецепторы смогут почувствовать настоящий вкус рыбы. А потом, чтобы насытиться, берите нигири и макироллы, в которых риса больше, чем начинки. Здесь есть нори и другие добавки. Настоящий вкус рыбы уже не разобрать. Еще один важный момент – последовательность рыбы. Старайтесь начинать обед с наименее жирных кусочков. Если после жирного отора есть белую рыбу или креветки, послевкусие от жира перебьет вкус рыбы.
Поэтому начинайте, пожалуйста, с наименее жирных кусочков, продвигаясь к более жирным. В целом выходит вот такая очередь. Сначала мы едим сашими, от менее жирных к более жирным — это закуска. Потом нигиридзуси, как главное блюдо. А если в самом конце нам все еще чего-то не хватает, но лимит бюджета почти исчерпан, можно заказать немного более дешевых макеронов, чтобы сэкономить и все-таки наесться вдоволь. Ну, Эйджи, какой? Может, лосось? Вот этот? Хорошо. Совсем немного макни в соус. И как? Очень вкусно. Кстати, сашими подают вместе с гарниром, водорослями вакамы, дайконом, оба и другими. Поэтому можете по вкусу выбирать, с чем вместе их есть. С каким-то одним ингредиентом или совсем вместе. Выбор зависит только от ваших предпочтений и желаний. %99 украинцев смешивают васаби с соевым соусом. Но от этого вкус и аромат васаби просто улетучиваются. Гораздо вкуснее взять небольшое количество васаби и положить на кусочек, который вы собираетесь есть. А потом совсем немного обмакнуть его в соевый соус. Только так вы сможете по-настоящему насладиться истинным вкусом рыбы. Теперь поговорим о суши. Могу сказать, что вполне обычная практика есть суши руками. Это допустимо, но не тогда, когда вас много и вы берете еду из одной тарелки. В таком случае лучше использовать палочки. Когда же ты ешь сам, можно брать суши прямо руками. С суши работает то же правило, что и с сашими. По возможности начинаем с наименее жирной рыбы. И мой личный совет. Опрокидываем суши на бочок и вот так захватываем палочки, чтобы рыба смотрела вниз. Вот, макаем в соус именно рыбу, а не рис. А потом рыбой на язык отправляем в рот. Я думаю, что тот же спор, что и с бутербродом. Нужно его класть на язык хлебом или колбасой. Но, как по мне, то есть суши гораздо вкуснее, если отправлять их в рот рыбой вниз. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. И еще один момент. Когда я наблюдаю за украинскими гостями, вижу, как многие макают суши в соевый соус, ждут, немного стряхивают излишки соуса, а потом едят. Я не понимаю, как это может быть вкусно, ведь соевого соуса впитывается слишком много. Получается пересолено. Обмакивать стоит совсем легонько. Вот так вот и хватит. Так в достаточной мере проявится аромат соевого соуса. Если взять больше, можно просто убить вкус рыбы. Кстати, есть еще одно объяснение. В одном из прошлых видео я рассказывал о технике приготовления нигиридзуси. В Японии ни в коем случае суши-прилепки не мнут в руках слишком активно. Потому что если долго сжимать суши в руках, через какое-то время они становятся слишком твердыми. И обычно, когда вы едите суши в Японии, особенно если сидите за прилавком суши-бара и вам подают их сразу же, их сжимают очень быстро и очень легко. Поэтому если обмакнуть суши неправильно, не рыбой, а рисом в соевый соус, даже если сделать это один раз, рис просто рассыпется, превратится в рисовую кашу. Это действительно вкусная. Я заметил, что очень многим нравится вкус маринованного имбиря в сочетании с суши.
Но на самом деле его задача не усилить вкус рыбы в суши или сашими, а скорее совсем наоборот. Маринованный имбирь нужно есть между разными видами суши и сашими. Он очищает вкусовые рецепторы во рту от запаха рыбы и жира. И тогда вкус каждого кусочка ощущается отдельно, а не с послевкусием от предыдущего. Я думаю, вы и так прекрасно знаете, что палочки всегда идут в парном комплекте. Одна палочка используется только в особых ситуациях. Хотите знать, когда это происходит? Что ж, например, одну палочку используют на похоронах. В рис для усопшего вонзают всего одну палочку, ведь человек уже не совсем в нашем мире. Поэтому не стоит раскладывать палочки по разные стороны тарелки или держать по одной в каждой руке. В Японии это будет выглядеть странно и неуместно. Вам могут сказать, что это противоречит этикету. По этикету палочки всегда нужно класть вместе. Они неразлучны. Эйджи, с огурцом? Ага. Сегодня мы о многом поговорили. Подытожим. Соевый соус смешивайте, пожалуйста, с мирином. Постарайтесь есть имбирь отдельно, а не вместе с суши или сашими. Так вкус каждого кусочка будет отчетливее. Макайте суши в соус рыбой, а не рисом. И не перебарщивайте с количеством. Но самое главное. Да, в японской кухне есть свой порядок угощения блюдами. Но самое главное правило, чтобы вы ели и вам было вкусно и комфортно. Поэтому на мелкие детали можете особо не заморачиваться. Мы сегодня не только поели суши, а у нас еще сегодня проводится конкурс. Если вы хотите попробовать все эти суши, то выполняйте задание в описании. А победители получат сертификат на посещение самого крутого ресторана в мире Фудживара Йоши. Не упустите свой шанс! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А если есть вопросы или пожелания, будем рады увидеть их в комментариях внизу. До новых встреч!